Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Доброе утро. Здравствуйте. Салам алейкум. Esen misiniz? Пироги любите? А зорбалиш? Зорбалиш, испеченный в дровяной печи. Любите? Тогда возьмите 1 килограмм белой пшеничной муки. Если у вас есть гуси или утки, получится супер. Если ни гусятины, ни утятины нет, берите говядину, или вот я, например, взял баранину. Одним словом, то мясо, которое есть. Мясо должно быть грамм 600-700. Этого достаточно. Примерно полкило картошки, примерно полкило лука. А в тесто на килограмм муки добавьте грамм 400 любого кислого молока. Кефир, катык, простокваша. У меня вот и вовсе ряженка. К ряженке добавьте 100 грамм растопленного сливочного масла и 1 яйцо. Больше на килограмм муки не надо. В тесто положите добрую щепоть соли и пол чайной ложечки разрыхлителя. Все. Поставьте замешиваться. Если необходимо, можно в тесто добавить немного воды. Может быть 100 грамм, может быть 150. Вы смотрите, тесто должно получиться чуть мягче, чем на пельмени, но оно должно хорошо держать форму. Тесто замешивается само собой, мы за это время успеем фарш смешать. Итак, на фарш достаточно жирное мясо. Лук грамм 500, не меньше. Иначе вкусно не будет. Ну и картошечка. Вот удивительно. Картошка относительно недавний гость на наших столах. Где-то лет 150, где-то лет 200, как ее начали употреблять. Но ее научились добавлять во все традиционные блюда. И в Узбекистане, например, в манты. И в Татарстане, например, в пирог. И в России, и в Белоруссии. Везде и всюду полюбили картошку. Однако, фарш не будет вкусным, если мы его не посолим и не поперчим. Я считаю, что надо взять 2 чайные ложки соли как минимум. Мясо здесь порядком. Черный перчик 1 чайную ложку для аппетита. Перемешаем и пусть постоит. Вы понимаете, что для этого фарша все нарезано. Все нарезано одинаковыми кубиками. Примерно в сантиметр размер. Что картошка, что мясо, что лук, что курдюк. Тесто вымешано просто на 5 с плюсом. Пусть постоит минут 30 на столе, да и фарш за это время подмаринуется. Мясо станет только вкуснее. Немного домесить тесто на столе, чтобы оно собралось в один красивый комок. И этот комок убрать в целлофан минут на 30. И тесто вылежится, станет помягче и получше. И фарш подмаринуется. Мясо будет гораздо вкуснее. Печка топится. Айда тесто раскатывать. Тесто вылежалось, стало очень мягким, очень податливым. Но сначала надо стол подпылить. Тесто необходимо разрезать на 3 очень неравных куска. Первый кусочек пусть будет совсем маленьким. Вот столько теста хватит. Второй кусок пусть будет чуть-чуть покрупнее. Я думаю, что вот столько хватит. Ну а этот кусок необходимо раскатать так, чтобы он улегся вот в эту форму. Да еще чтобы и края свисали. Так что бери, Сталик, скалку. Тесто должно получиться не слишком тонким, но и не слишком толстым. Из теста мы должны слепить как бы казан.
казан, в котором будет выпекаться не просто начинка, а шурпа. Форму смазываю маслом, и тесто не прилипнет, и вкуснее будет. Тесто аккуратно, очень нежно переносим и укладываем в блюдо. Вот, полюбуйтесь, посмотрите. Все получилось как нельзя лучше. А теперь в это тесто перекладываем всю начинку. Начинки получилось довольно много. И это хорошо. Начинку соберите небольшой горкой. Вот так. А еще 3 лавровых листочка. Ну или 4. Дело в том, что мы готовим не просто пирог. Мы ведь внутри теста готовим шурпу. Здесь образуется бульон. А бульону что надо? Бульону нужен лавровый лист. Скорее, скорее раскатать крышечку. Ровненькую, красивенькую, аккуратную. Середина пусть будет потолще. А вот края сочнее необходимо сделать тоненькими-тоненькими. Крышечку пирога ровно туда, куда надо. Ну а теперь края теста подтянуть и слепить, получить одно целое. Через каждые несколько сантиметров на тесте устраиваем складочку. Ну а если тесто не лепится, подсохло, не беда, можно смочить пальцы и все получится. Многие, разумеется, украшают зорбалиш, вырезают из теста листочки, делают всевозможные украшения. А я вам скажу, что самое главное украшение – это вкус, запах и сочность будущего пирога. За сочность отвечает заранее приготовленный бульон. Как же мы нальем бульон внутрь пирога? А вот как! Прямо сейчас надо в тесте проделать небольшую дырочку, ровно посередине, примерно такую же, как мы готовили в беляшах. Видели этот сюжет? Не пропустили? Ну и вот он, наконец, самый маленький кусочек теста. Из него необходимо сделать пробочку для дырочки. Чтобы поверхность пирога сияла и радовала глаз, я смажу его смесью желтка и сливок. Вот так. Красиво? Но еще я не могу удержаться от исполнения своей привычки. Я всю выпечку непременно посыпаю кунжутом и седаной, нигеллой, чернушка, как ее еще называют. Ни в коем случае не путайте нигеллу с луковыми семенами. Нет, это совсем другое. Эх, красота! Ну а теперь дрова расправить, печь подготовить, за кочергу. Пирог зорбалиш очень большой, начинка очень толстая. Чтобы тепло прошло внутрь, чтобы приготовилось и мясо, и картошка, и чтобы лук на зубах не хрустел. Температура в печи слишком высокой не должна быть. 160-170 градусов достаточно на первые 30 минут. Будете готовить в духовке? Тоже выберите температуру 160-170, максимум 180 градусов, если у вас балиш получился не слишком большой. Но через 30 минут печь потихонечку остынет, а вы в духовке потихонечку уберете температуру градусов на 130, на 140, и балиш надо будет накрыть. Можно будет накрыть его, хотите, фольгой, а можно какой-то особой крышкой. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня.
а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Уже 1,5 часа стоит пирог Зор-Балиш в печи. Пора достать и налить бульон. О, какая красота! Но этой красоте кое-чего не хватает. Сейчас я вам покажу, сейчас я вам все объясню. Необходимо снять вот эту крышечку и залить через нее бульон. Но я одного не понимаю. Мне нужна консультация от опытных татарских хозяек. Куда наливать бульон, если здесь его и так полно? Ну хорошо, попробуем. Хоть стаканчик горячего бульона поместится? Ну вот и все. Больше не помещается. Снова накрываем крышку. И еще на полчаса пирог в печь. Ну, как самовар? О, отлично кипит. Надо чай заварить, потому что Зор-Балиш подают либо с бульоном, но, впрочем, в нашем Зор-Балише бульона вот сколько. А если с бульоном, то с чаем. И непременно 2 стаканчика. Не бывает татары без пары. Эх, чай, чай, пей, не скучай. Ух, какой крепкий! А? Однако пошли балиш доставать. Ох, какой запах! Какой аромат! Какой аромат! Это просто что-то невероятное. Это просто что-то такое, что словами трудно передать. Ну что же, если не хватает слов, значит надо показывать. Я слышал, я знаю. Сначала надо снять крышечку. Вот так, ножом, аккуратненько. Подцепили, где необходимо прорезали. И крышечку, да на тарелочку. А вот теперь раскладываем по тарелкам, по суповым тарелкам, начинку. Потому что начинка очень сочная. Будем есть практически как суп, а тесто в прикуску. На этом можно было бы пожелать приятного аппетита. Но сейчас я хочу обратиться к татарскому народу на татарском языке. Кадрлы минем татар якун туганнарым. Тамле рецепт üçün рахмат. Саламат. Хам бахетле булагыз. Дорогие друзья, много лет я веду телевизионные кулинарные программы, веду блоги в интернете. Но главный труд моей жизни – это книги. Многие мои книги являлись лидерами продаж в России, но некоторые получили признание и на международном уровне. Например, вот эта книга, которая так и называется «Казан. Кулинарный самоучитель», получила первое место не в какой-то из номинаций, а просто гран-при на конкурсе кулинарных книг в Пекине. Это самое большое мое достижение. Это все равно, что Оскар в кино. Я хочу рассказать вам о том, какая это книга. Послушайте, пожалуйста, внимательно, и вы не пожалеете. Эту книгу я писал уже как вполне зрелый автор кулинарных книг. Это была
5-я по счету моя книга. Здесь я использовал, может быть, самую лучшую фототехнику. И все фотографии, разумеется, принадлежат мне, потому что я не доверяю никому делать детей и делать фотографии еды. Например, вот эта фотография. Видите, как из казана продукты все взлетели. В этой книге подробно рассказывается не просто о приготовлении блюд в казане, а о том, при какой температуре следует что-то готовить, при какой форме пламени. Посмотрите, видите как? Здесь мы придумали специальные значки, пиктограммы, которые обозначают тот либо иной нагрев под казаном. Не обязательно готовить на костре, можно готовить и на газовой плите. Я рассказываю, как можно использовать газовую плиту, чтобы получить результат очень похожий на то, что мы получаем, готовя на костре, на живом огне. Но, разумеется, на живом огне не всегда можно готовить, поэтому и газовой плите уделено достаточно внимания. Я очень много сил потратил на фотографии для этой книги, но еще больше сил я потратил на тексты для этой книги. Я описал каждый рецепт максимально подробно. И сейчас я хочу показать, как устроена эта книга. По этой книге может готовить даже тот человек, который не понимает по-русски. Не умеешь читать? Ничего страшного. Посмотрите, здесь несколько строк. Как музыкальные ноты записывают на строках, точно так же я записал рецепты. Самая верхняя строка рассказывает о том, какие продукты, какие специи сейчас пойдут в дело. Вот, например, луковица, соль, перец, морковка, помидоры. Следующая строка, очень важная. Здесь показаны сила пламени, его форма, насколько интенсивно должно кипеть в казане, какая температура, и сколько минут должен продолжаться тот или иной процесс. Все это я измерял, все это я записывал. И поверьте, вот эти цифры помогут вам приготовить практически так же, как у меня. Самое главное — купить нормальные продукты и не полениться. Следующая строчка – это как бы смс-ка. Вот если бы какой-нибудь из моих племянников или сыновей сказал: папа, как приготовить это блюдо? И я бы ему писал сообщение через WhatsApp, по смс: делай то, делай то, делай это. Видите, по 2 строчки, по 3 строчки, очень кратко. Дальше. Фотография этого этапа, фотография следующего этапа, следующего и так далее. А вот здесь внизу, для тех, кто любит и умеет читать, подробное объяснение, почему надо делать именно так и как именно надо делать. Здесь строчек уже побольше. И в конце концов, самая нижняя строка рассказывает не о том, что происходит в казане, когда мы смотрим на него сверху, но о том, что происходит под казаном. Какой огонь, какая сила пламени, сколько дров. Понимаете? Ведь как бывает? Раздашь одни и те же продукты 3 разным поварам, дашь точный рецепт, а на выходе 3 разных блюда. Почему? Да потому что каждый из них по-своему регулирует огонь. Каждый из них по-разному понимает, что такое пожарить, сколько минут это должно продолжаться, что такое потушить. По этой книге, если готовить, то никаких разночтений возникнуть не должно. На выходе вы получите то же самое блюдо, что готовлю я. Вот, например, моя любимая думляма. Здесь множество блюд в казане, здесь очень много теоретических работ, очень важных работ. Если вы хотите на самом деле научиться готовить и понять, почему готовить надо именно так, а не по-другому, то вам следует прочитать эту книгу. Книга, как видите, очень большая, она весит 2,5, не то 3 килограмма. Это, кстати говоря, шафран, макрофото. Напечатана на очень дорогой бумаге, напечатана она была за границей. И я не знаю, если эти книги сейчас снова напечатать вот с таким же качеством, сколько они будут стоить. Книги вот такого уровня. Страшно представить себе. Кстати говоря, о том, как должен быть устроен стационарный казан. Это очень важно. Как должен быть устроен переносной очаг. Как можно настроить для приготовления вообще в чистом поле.
Есть казан, есть какое-нибудь топливо. Все, будете готовить, будете сыты. Блюда и очень простые, блюда и чуть посложнее. 3 главы. Первая, так сказать, вообще для учеников, вторая для специалистов и третья для профессоров. Кого я называю профессорами? Ну, не себя, конечно, а тех людей, которые способны фантазировать, тех людей, которые способны сочинять новые блюда. Я рассказываю о том, как сочиняются новые блюда. Я рассказываю о том, какое будущее ждет приготовление еды в казане. Казан не инструмент прошлого. Казан – это инструмент настоящего, и казан – это инструмент для счастливого будущего. Все мои книги, включая эту, можно приобрести на моем сайте stalik.ru. Цены пока что мы не сильно меняем, хотя обстоятельства, возможно, заставят это сделать в ближайшем будущем. Но если поторопитесь, успеете получить книгу не просто так, можете даже с автографом, в качестве подарка для ваших близких, родных, друзей. Ну и почему бы не побаловать себя любимого. Stalik.ru. Доставка в любой город России, во многие страны ближнего зарубежья, СНГ и в любую точку планеты, куда доходит почта из ближнего Подмосковья, откуда я, Сталик Антишеев, шлю вам горячий привет. Спасибо за внимание.